Так, друзья, вот такая BRP-шка приехала с пробегом 1000 километров на техническое обслуживание. Значит, что мы видим сразу наглядно, это то, что у нее уже уставший фильтр воздушный. Это все чистится, моется, стирается, но за этим следить надо. Также у нее клиент обратился с проблемой, что у нее тяжело крутится руль, несмотря на то, что у него есть электроусилитель, который регулируется положениями. Значит, что мы делаем? Мы снимаем передний пластик, руль в районе, рулевой вал в районе бачка имеет соединение с рамой при помощи втулки. Естественно, что квадроцикл не новый, на нем не так много проехали, и по всей видимости у него высохла смазка, и резинки и втулки, они значительно усиливают трение рулевого вала. Соответственно, по всей видимости нам придется снять весь пластик для того, чтобы добраться до верхнего соединения и набить его смазкой. Помимо того, что нам нужно набить смазкой, у него также есть соединение в нижней части, вот в этом месте. Здесь также присутствуют втулки, которые, ну, вы видите, все на сухую, и везде нужно набивать смазку. И тогда электроусилитель, руль будет крутиться значительно мягче, но, казалось бы, для такой мелочи потребуются глобальные усилия и очень много работы. То есть, чтобы открутить весь пластик, здесь нужен целый день. Но будем делать. Также мы видим, что у нас колодки, ну, по всей видимости, они, конечно, ни разу не менялись. Они стерты полностью. Здесь уже металл об металл. Я думаю, что начинает тереться, судя по внешним признакам, колодки уже начинают тереться металл об металл. Ну, соответственно, меняем масла полностью везде, в редукторах, в двигателе, шприцуем подвеску и заново все собираем. Спустя 4,5 часа кропотливой работы мы добрались до втулки, которую сейчас будем смазывать. Это, конечно, ад. Мы видим, что все в грязи. То есть мы идем в правильном направлении. Сейчас будем снимать резину, все смазывать, промазывать, набивать смазкой. Да, она даже прилипла к рулевому валу. Ну, что и следовало ожидать. Ржавчина, песок. Втулка уже затерта, естественным образом она будет давать эффект такой. Две резинки. Сейчас почистим рулевой вал, набьем смазкой полностью, и должно все получиться. Таким образом мы смазали втулки рулевого вала. У нас есть две точки. Первая сверху в районе воздушного фильтра короба, вторая снизу. Вот они, видите, сухие были, все в земле. Сейчас мы набьем их смазкой, вернее, мы уже набили смазкой. Вычистили, набили смазкой. Сейчас будем устанавливать. Друзья, перешли к замене колодок на J2 BRP. Значит, что нужно для того, чтобы заменить колодки? Первое, что потребуется, вынуть стопор с верхней части суппорта, выбить клинышек, вот такой вот. Далее открутить
2 болта под головку на 15 с верхней части и в нижней части. Вот здесь. Соответственно, вынимаем суппорт. У нас колодки выпадают. И хорошо бы его обслужить. Значит, как происходит обслуживание суппорта? Вынимаем колодку, вот эту. Она должна просто выниматься. Сейчас покажу как. На себя просто дергаете, и она должна выниматься. Дальше чистите весь суппорт. Набиваете смазку. Смазку используете специальную для пальцев суппорта и собираете обратно. Итак, колодку вытащили. Далее вытаскиваем резинки. Я уже вытащил и вставил. Значит, вот эту резинку вытаскивать в правую сторону, получается, вот крупной вот этой толстой штукой направо, а засовывать наоборот толстой штукой вот сюда. То есть это удобнее всего. А маленькую резиночку, вот эту, она просто так садится, то есть в пазы. Здесь ничего сложного нет. Далее набиваем смазкой. Вот я использую такую смазку. Она стоит порядка 900 рублей за тюбик. Но хорошая смазка, ничего плохого сказать не могу. Прямо вот в эти отверстия набиваете смазкой. Ну, немного, а так, чтобы пальцы смазывались. Далее берем колодку и вставляем ее на место. Здесь я уже намазал, начистил все. И вставляем на место. Так, друзья, шприцуем подвеску. Значит, в J2 передние рычаги 1 толотница, 2 толотница, 3 толотница, 4 толотница. На другой стороне то же самое. Смазали все рулевой вал, втулки рулевого вала почистили и смазали. Но на это ушло 8 часов, включая верхнюю. Поэтому не все будут это делать. Итак, друзья, обслужен квадроцикл, установлены новые поворотники, обслужен рулевой вал, поменены колодки, поменены масла в квадроцикле. Сейчас он чувствует себя хорошо, фактически в состоянии нового и готов к выдаче.